Геймпад IPEGA 9099, насколько он лучше, чем геймпады более младших моделей, и плюс насколько он может составить конкуренцию GameSir G4 Advanced Edition, который мы показывали у себя на канале, давайте разбираться в этом выпуске. Поехали. Привет, это Технозон. Сегодня у нас в руках геймпад, который меня просили сделать обзор очень-очень давно. Это IPEGA 9099, достаточно качественный геймпад с закосом под GameSir геймпады, вернее, по крайней мере, попытка повторить его функционал и дизайн. Но насколько это получилось, мы с вами должны понять. Дело в том, что когда мы делали обзор геймпада GameSir G4 Advanced Edition, то нам он очень понравился из-за того, что у него практически нет мертвых зон. Так вот, я могу вам сказать сразу, что для супер придирчивых игроков здесь мертвые зоны составляют в одну сторону до 5 градусов поворота депада, вернее, вот этого правого стика, в другую сторону до 10 градусов. И мертвые зоны в точном прицеливании здесь точно есть. Но это не значит, что геймпад плох. Он действительно хорошо работает, он хорошо отрабатывает в любых играх, которые мы играли. И заметить это действительно может далеко не каждый человек. Но почему я сказал про мертвые зоны? Дело в том, что используя геймпады IPEGA 9089, которые я очень часто показываю на своем канале, я привык к тому, что требовать с геймпада за 10-15 долларов, ну, как бы глупо. Потому что геймпад бюджетный, и все прекрасно понимают, что вот он такой. А когда ценовая категория переваливает совсем в другие рамки, и она такая, как у геймпада IPEGA 9099, то здесь, конечно же, мы хотим получить максимально качественный продукт. Стоит он примерно столько же, сколько и GameSir, который мы показывали ранее. У него есть подсветка кнопок, что очень даже хорошо. У него есть кнопка «Домой», которая тоже светится. Есть у него кнопки Select Start, есть кнопки Turbo Clear, ну, которые работать будут, скорее всего, только на PlayStation. Есть у нас гнездо зарядки, у нас нет с вами донгла для подключения его к Windows платформе. В принципе, у GameSir G4 Advance он есть. Есть у нас световые индикаторы, есть различные методы подключения, и главное, что здесь есть режим мыши. Режим мыши очень важен для многих игр. Скоба достаточно у нас такая, она упругая. Мы сейчас вам покажем, насколько она отрабатывает со смартфоном. То есть она держит, мы можем только при сильном очень колыхании мы можем с вами получить падение смартфона, именно сгибание самой скобы. То есть это такой вариант для игр на смартфоне, очень даже классный. И вот я его сейчас дергаю, скорее всего, телефон вылетит из скобы, чем сама скоба согнется. Нет, здесь вот именно все супер. Скоба здесь одна из самых сильных. Она, знаете, так хорошо отрабатывает. Что еще немаловажно, есть у нас вот такая вот кастомная штучка блестявая, которая у нас садится на именно на вот этот вот, на эту крестовину. Есть у нас в комплекте с вами черная крестовина еще, можно заменить, и будет у нас черная крестовина для тех, кто привык к другому цвету, ну или кому нравится так больше. Вот, пожалуйста, черная крестовинка. Все суперово. По бокам у нас такой пластик под резину, хотя, возможно, это и прорезиненные ручки, очень приятные на ощупь, ничего не скользит, ничего не выскользает. Кнопки, вот эти вот джойстики очень хорошо, мягко работают. Я, кстати, когда буду в обзоре играть в Лару Крофт, то там придется очень много делать вот таким вот образом, для того, чтобы забраться вверх. И они мягкие и отрабатывают хорошо, поэтому я там не упал, не разбился, ничего со мной такого не было. Но у нас здесь классическое расположение вот этих вот стиков. Что у нас есть еще внутри? У нас есть Bluetooth 4, у нас есть совместимость с Windows 7, есть совместимость с Sony PlayStation 3. У нас внутри стоит аккумулятор емкостью 400 мА, этого хватает в среднем до 10 часов работы непрерывной. Это не самый лучший показатель, но это достаточно хороший показатель. Есть у нас два вибромотора внутри, которые не работают на андроиде, ну или по крайней мере, если кто знает, как их активировать, напишите в описании под видео, мы обязательно это потом покажем. И есть функция автоматического отключения при бездействии в течение 5 минут. Насчет режимов подключения. Для того, чтобы подключить к Android, нужно зажать X плюс Home и, само собой, добавить в меню Android в Bluetooth устройство. Для того, чтобы подключить к Windows платформе, компьютеру, к ПК на Windows, либо к PlayStation 3 вам придется использовать USB кабель, который, кстати, есть в комплекте. Не буду показывать распаковку, распаковывать особо нечего. Слушайте, но перейду. Обзор будет крайне таким очень быстрым. То есть мы потестируем с вами World of Tanks, в котором мне, честно говоря, не понравится, потому что в режиме прицеливания вот эти вот мертвые зоны, при этом, ладно бы мертвая зона была одинаковая с обоих сторон. Это мое сугубо субъективное ощущение, мне не понравилось. То есть мне было трудно прицеливаться. В гонки играть отлично,
в PUBG я достаточно неплохо поиграл, но тоже мертвые зоны чувствуются. И мне важна была совместимость с GeForce Now. В GeForce Now я тоже получил достаточно хорошую совместимость, он отлично отрабатывал. Советую дождаться вывода в нашем видео, узнать, буду ли я его рекомендовать, либо порекомендую какой-либо другой геймпад в такой же ценовой категории. Ну а также под видео есть еще набор геймпадов на разную ценовую категорию, которые вы можете себе выбрать и посмотреть обзор. Там же есть ссылки на этот геймпад и на другие геймпады. А также под видео есть кнопка подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие самые интересные обзоры интереснейших девайсов, гаджетов, программ, настроек, модификаций, дронов и еще очень много всего интересного будет у нас на канале. Ну а сейчас я говорю вам хавабанга, ребята, это же Бубльгум. Поехали. Ого, включились. Поехали подключать нашу IPEGU 9090 сразу, чтобы, вернее, 9099. Что у меня это 9090 в мозгах? Какой UTT-плеер? Стоять. Включаемся на пульты и аксессуары, нажимаем X плюс домик. Он у нас завибрировал. В нем есть, конечно же, вибро, но насколько оно работает на андроиде, для меня большое сомнение. Все-таки нажимаем добавить устройство, все-таки не та платформа. На Windows, например, GameSear G4 Advanced Edition заработал охренительно. Я имею в виду вибро в самом геймпаде. Появился PG 9099, нажимаем. Играть мы будем сегодня на Yugus AM6+. Все, подключено, но у меня тоже провибрировал. Играть мы будем на Yugus AM6+, как мы знаем, это сейчас один из самых мощных ТВ-боксов из Китая. Что у нас будет по дисциплинам? Мы должны с вами выяснить вопрос с мертвыми зонами. Также мы с вами должны поиграть просто в игры, Android игры, в частности это будет World of Tanks, сыграть в GeForce Now и сыграть, например, в PUBG Mobile с Gamepad Panda Pro, для того, чтобы понять, насколько он совместим с этим всем делом и насколько будет комфортно играть. То же самое проверить мертвые зоны. Начнем с самого тривиального, например, с World of Tanks. Почему бы и нет? Стартанем на любом из танков для того, чтобы уже понимать, как он работает. Вообще, я вам скажу, не вижу здесь режима мыши включения. Это грустно. Это грустно, и сколько я не искал в интернете информацию, сейчас вот сижу, листаю. Ага, режим мыши у нас есть. С режимом мыши разберемся чуть позже. Поехали смотреть, как он работает в режиме геймпада на World of Tanks, на обыкновенных Android играх, таких совместимых с геймпадом. В частности, меня интересуют мертвые зоны, насколько они есть, потому что геймпады не дешевые. По крайней мере, 9099 так уж очень не дешевый геймпад. В режиме прицеливания сейчас мы с вами попробуем как-то очень тонко прицелиться. Кстати, ребят, здесь есть небольшая мертвая зона. То есть я потихонечку отодвигаю стик. Не знаю, насколько вы видите или нет. Вот я потихонечку отодвигаю, и у нас есть вот мертвая зона. И срабатывает он где-то на 5 градусах, скажем так, отклонения. 5-10 градусов. Вот я сейчас его отклоняю, и ничего не происходит. То есть я пошел его отклонять. Отклоняю, и он где-то на 10 градусах срабатывает, до 10 градусов. Есть небольшая мертвая зона, и как бы такое, ребят, тут необходимо, то есть прицелиться в режиме, допустим, тонкого прицеливания, вернее, точного прицеливания, как мы все любим играть, так как мы все любим играть в пострелушки, будет немножко трудновато. Я не говорю о геймпадах дешевле, там как бы за эту цену никто ничего не требует, но если выбирать между IPEGU 9090 и, допустим, тем же GameSear, то я бы выбирал GameSear, потому что у GameSear я таких проблем именно не получал. Слушайте, я буду выходить из World of Tanks, потому что здесь я вот получил такой эффект. Геймпад реально крут, но я так понимаю, что он будет крут для гоночек и для нетребовательных каких-то игроков, например, которым точное прицеливание не надо, используют автоогонь. Но это не значит, что геймпад плохой. Будем разбираться дальше. Нажимаем играть, нажимаем далее. Поехали шпилить. В общем-то, работает геймпад. Мы сейчас с вами переключим на геймпад на ручное и будем продолжать. Насколько этот геймпад интересен, мне все-таки интересно. Слушайте, вот в гонках он ведет себя совсем по-другому. И вот это уже намного приятней. Что-то я очень быстро гонку прошел, буду пробовать дальше играть. Не понял я пока эффекта, но не работает здесь, к сожалению, вот именно
Vibra. Vibra не работает. Vibra здесь больше работает на Windows, и я уже это проверял. Как подключить эту штуку к Windows, да, тоже можно в инструкции есть о том, да хватит уже дрифт там свой показывать, мне это не интересно. Воу. В принципе, подключить его к Windows можно либо по кабелю, либо через другой режим работы, но я бы не советовал подключать через Bluetooth к Windows. У меня он постоянно выдавал ошибку. Знаете, какая ошибка? Ошибка драйвера. Не знаю, на Windows 10 на Pro модели. Поэтому я, в принципе, для него и решил не показывать, как с ним работать под Windows. Если вы хотите под Windows геймпад, то GameSir GS4 Advanced Edition вполне крутая штукенция. Мне очень сильно понравился. Вот что касаемо Android игр, то вот и Pega 9099 очень даже неплохо. По крайней мере, в гоночках он очень хорошо отрабатывает. Мне нравится. Мне нравится, буду выходить из этих гоночек. Вот что касаемо именно Android игр, которые поддерживают геймпад, то в танке мне не понравилось, скажу сразу. Почему? Потому что вот режим прицеливания, вот эти вот 10 градусов мертвой зоны как-то сработали на меня, не знаю почему. Для того, чтобы активировать режим мыши на IPEGA 9099, да, он есть. Вы нажимаете центральную кнопочку и держите ее до появления курсора. Вот, пожалуйста, мы сейчас управляем геймпадом, курсором мыши. При этом левый у нас стик отвечает за быстрое перемещение мыши, правый за более медленное, для более точного позиционирования. И за мышку, именно за клик отвечает L1. Вот это хорошо, у нас работает, и у меня как бы вопросов нет. Кстати, с помощью вот этой штуки вы можете переключать это без проблем. Все, переключились мы в стандартный режим и будем пробовать уже, как он работает в геймпад Panda Pro. А напоследок сыграем с вами в GeForce Now игры. Прошу прощения за внешний вид моей героини, я просто не играю в мобайл версию, играю больше в такую геймпадную, вернее, геймпадную, боже, в версию для персональных компьютеров. Опача, и тут у нас все работает. Давайте попробуем этот. Вот, слушайте, а ведь на данном этапе я мертвых зон не вижу. Или если вижу, то это буквально там, да, 5 градусов у нас, вот до 5 градусов у нас как-то проявляется мертвая зона. И плюс у нас при повороте, мы будем постепенно усиливать, мы начали поворачиваться и находим, не знаю. Вот как бы, вот есть у нас вправо, особенно когда мы уводим вправо, у нас где-то совсем уж градусов 10, влево до 5 градусов мертвая зона есть. Поэтому 9099 это такой, знаете, повседневный геймпад для игр, не предназначенных для хороших шутеров. В данном случае мы в PUBG, конечно, сможем поиграть, но точного прицеливания вы здесь добиться не особо сможете. Ну что, прыганем, давайте уже там выпрыгивайте куда-нибудь. Полетели. Приземляемся. Давай. Мы приземлились. Возможно, мы даже что-нибудь еще и успеем взять с вами. Да мы много чего успеем взять, слушайте. Постреляем. Вот, кстати, в режиме прицеливания будет особо видно именно эта мертвая зона. Слушайте, действительно, в нем есть мертвые зоны. То есть, я понимаю, что когда вы покупаете геймпад за 10 баксов, да, вот мы видим, вот мы отклонились, понятное дело, что мы там сейчас постреляли. Когда мы отклоняем в прицеливании наш стик вниз, вверх, у нас есть мертвая зона. Короче, ребят, для прицеливания, геймпад для точного прицеливания не особо-то и подойдет. Поэтому мы это заявляем честно. То есть я мог бы это простить в геймпадах за десяток баксов, таких как IPEGA 9089, но когда ты целишься, допустим, и делаешь клон GameSir G4, например, да, он действительно очень похож на клон G4, да и концепция та же самая, то наличие мертвых зон как таковых это уже непростительная роскошь, особенно где там, кто там стреляет, что ты там себе там позволяешь, это некрасиво. Кто там, а мне уже стрелять-то нечем, все, короче, я понял. То это непростительная фигня, вот у меня нет патронов, А вообще я вам скажу, отрабатывает он очень даже неплохо. Да стреляй уже, убей меня, давай. Легла, давай. Попасть меня не может, Mozilla. Слушайте, я вообще удивлен.
Она когда-нибудь в меня попадет, не? Нормально? Ее еще и слили, твою мать. Что это такое? Что это за фигня? Все, выходим. Выходим. Интересный матч был. Такой. И я хочу попробовать в геймпад GeForce Now, но мне вот реально уже не нравится то, что мы имеем. Мы имеем с вами достаточно дорогой геймпад, но при этом мы с вами имеем вот такую вот проблему. Проблема не столь большая, обычно люди даже не замечают, и это проявляется не в таких играх, не в казуальных, не в гоночках, а зато проявляется в хороших шутерах. Итак, пробуем на Tomb Raider. Здесь, конечно же, он имеет полную совместимость GeForce Now играми, и как бы я не ожидал ничего другого. Воу. Ты зачем на меня там Y надо было нажать? Еще раз сейчас попробуем и все-таки, думаю, пройдем. Побежали. Тут он нас хватает. Тут мы вот так вот нажимаем. Y. Отталкиваем и его придавило камнем. Слушайте, ну вот здесь вот в данном случае мы проверяем, конечно же, не мертвые зоны, ничего подобного. Мы проверяем полную совместимость с GeForce Now сервисом. Воу, как ты сиганула, и она сейчас упадет. Не-не-не, никуда не падать. Вау. Ползем. Левые и правые триггеры. Кстати, хорошая проверка геймпада. Насколько он хорошо работает. Уклоняемся. Ползем. Что, еще одна каменюка. И мы куда-то вообще выпали тут в какую-то фигню. У меня, бля, пальцы устают, я вам говорю, бить по этим триггерам, хотя триггеры очень мягкие, достаточно мягкие для того, чтобы без проблем играть, но пальцы накачать на нем можно. Но с совместимостью у нас вопросов нет. То есть все кнопки поддерживаются, кнопка старт нажимается, кнопка Select тоже нажимается, вы переходите к карте. Кнопка Turbo, само собой, сработает в PlayStation 3. Кстати, для того, чтобы подключить PlayStation, вы будете его подключать через кабель USB, который есть в комплекте. В принципе, даже на столь малых тестах я могу сказать многое о геймпаде, поэтому переходим и резюмируем. Что из выводов хочу сказать? Если бы я выбирал между 9099 и геймпадом GameSear G4 Advanced Edition, то я бы выбрал GameSear Advanced Edition. Если вам интересно, что это такое, идем в описании под видео, там мы все увидим. В принципе, никаких вопросов с этим нет. Вот вопрос того, насколько он хорош. Мне не хватило донгла для Windows. Мне не хватило работающего Vibra в Android, но это, скорее всего, вопрос не к самой EPEG, а вопрос к производителям программного обеспечения. Ну а в целом геймпад неплох. Мы однозначно не рекомендуем, но можем его рекомендовать тем, кто хочет, например, IPEG 9089, но в лучшем качестве исполнения, потому что ничем он от IPEG 9089, кроме качества исполнения, качества материалов и подсветкой кнопок, не отличается. Поэтому, в принципе, наше резюме звучит таким образом. Хотите дешевый геймпад IPEG 9089, если вас не смущает наличие мертвых зон. Хотите IPEG 9089 в хорошем качестве исполнения, IPEG 9099. А если хотите играть в очень классные стрелялки без мертвых зон, по крайней мере с самыми минимальными, то мы советовали бы обратить внимание на GameSear G4 серию. Но а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.